Один поздний вечер я получила телефонный звонок с тревожной новостью. На обочине за городом был найден бездомный щенок, который не смог самостоятельно подняться. Он лежал в грязи, промокший до костей, и никто не пришел на помощь. Очень обеспокоенная, я начала звонить знакомым, просить помощи, но все были заняты. В конце концов, один из местных волонтеров откликнулся и через час приехал на место. Он увидел несчастного щенка, залитого дождем, лежащего в луже грязной. В его глазах отразилась грусть, а он тихо поскуливал, просив помощи. Я назвала его Егоркой и сразу отправила его в ветеринарную клинику. Оказалось, что он был очень слаб и выглядел беспомощным. Хотя его лапки и позвоночник были целыми, внутренние органы получили серьезные повреждения. Егорке требовалась домашняя передержка и лечение. Один из волонтеров предложил разместить его у себя, а я взяла на себя заботу о его лечении и содержании. Егорка быстро начал поправляться и расти каждый день. Он был добрым и ласковым маленьким собачьим ребенком. В квартире, где он жил, было много кошек, и они спали рядом с ним. Вначале все шло хорошо. Парень, у которого был Егорка, даже задумывался о том, чтобы оставить его себе. Но затем я заметила странное поведение этого человека и ужаснулась, увидев, как похудел Егорка, когда попросила прислать мне видео с ним. К тому времени никто уже не планировал оставлять Егорку у себя, и лечение, которое проводилось без должной профессиональности, вызывало сомнения в его эффективности. Поэтому я перевезла его в загостиницу, где жили другие спасенные мной животные. К тому моменту, когда Егорка прибыл в загостиницу, он уже стал взрослым и красивым псом. Однако, что-то изменилось после его пребывания в той квартире. Егорка стал панически бояться мужчин и не подпускал к себе никого, кроме женщин. Почему это произошло, я так и не смогла понять. В загостинице мы смогли привести Егорку в приличное состояние и обеспечить ему медицинскую помощь. Он быстро восстановился, блестел здоровьем и выглядел заботливо. Но в его глазах все еще читалась грусть. Ведь то место, где он провел свою юность, он считал своим домом. Теперь же вольер, где он находился, не был уютным диваном, окруженным кошками-грелками. Егорка стал привыкать к новым условиям не сразу, и одиночество было для него тяжелым временем. Прошел год. Егорка полностью приспособился к жизни в загостинице и снова начал радоваться. Там его никто не обижал, его кормили, заботились о нем. Но он все еще был сиротой. Никому он не был нужен, никто не обратил на него внимания, и он оставался одиноким. Как и другие животные в загостинице, Егорка жил в ожидании, но никто не знал, появится ли кто-то, кто наконец скажет: «Друг, пойдем домой». Пока что Егорка только с грустью наблюдает, как забирают домой маленьких и милых питомцев, в то время как он, хоть и большой, все так же мал и уязвим внутри. Казалось, что он не заслуживает места на диване или даже в собственном вольере. Он мечтает о том, чтобы быть нужным и любимым, но пока его фотографии безразлично листают, не замечая его безмолвной просьбы в его глазах. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!